О, это Друзья, рестарт. наконец-то рестарт, и походу это финальный лайв. Так, мы На переместим. вкус и цвет все фломастеры разные, да, ребят, это верно. Да, у нас получается в сквадах по номеркам получается SL это эльф-дроид Шук, возможно, фланкер третьим SL играет и четвертым Анепа. А, так, они, ребята посадили эльф-дроида на танк. Офигеть. Ребята пишут лайв. Сейчас будем начинать смотреть. Получается, как я понимаю, эльф-дроид у нас будет кататься на танке. Фланкер, скорее всего, возьмет БТР, который он повезет ребят до Москвы, по идее. Вот. Ну, в моей команде, получается, капитан Анубис и Вирус идет. Вирус как второй капитан в команде Анубис Вирус. Какая-то дичь фактор, что мы в Аткис. И Горшунов отдельно у нас на танке. Командор Гуфи. Команда меков активно разбегается по точкам. А каким образом Шук оказался уже на Москве? Я что-то не поняла. Это что за приколы? Это, Он взял снайпера, он с горы долетел получается, наверное, как это назвать-то? сил. Арбалет. На арбалете долетел до Москвы. Залез на крышу. И команда меков, кстати, очень активно идет. На Москве приехал уже БТР. Мгм. Начинает делать минусы. Получается, Шук вместе с Пересветом и Дейтеном уже тусят под флагом. Там что-то пытаются флаг с помощью танка атаковать и пытаться его задефать. Но у ребят не получается это сделать. Летят атышки с каких-то крыш. Пулемета, получается, покрывал. Пересвет. Будет. Что за ник? Какая-то дичь. Прекрасный ник. Какая-то дичь. Вокруг происходит. Ну, получается, ребята пытаются выбить атешника с крыши, потому что он их периодически атешками покрывает. Это у нас кто вообще? Ой. Здесь Горшунова сняли половину КП уже на танке. Получается, в противоположной команде Горшунов, да, на танке катается? Угу. Юрий Борисович. У меня американцы идут, получается, рашить Москву, на них арта прилетает. Мгм. Ну, в принципе, здесь тусовался где-то на крышах какая-то дичь, и ребята его не смогли выбить, он до сих пор живой, и он сейчас аккуратненько подходит под Москву, пытаясь отстреливаться параллельно, но как-то у него это хило выдается. Но, тем не менее, он отвлекает на себя внимание и не дает ребятам, наверное, морально как-то пройти И мы дальше. пропустили, как артиллерии сделали ультракилл. Мгм. И сейчас видим, как заходит у нас команда американцев на сквер. Ну, как-то хило у них это выходит. Там как минимум 3 человека отлетели. Сейчас еще, возможно, четвертого выбьют. Я вижу, у меня почти вся команда АТшников идет. И два медика. То есть здесь даже поднимать некому. Ну, там можно было подобрать кит на самом деле, Вот справедливости сейчас ради. А тем временем команда... машинка приезжает на главку. Да, Москва спускается, ребята все-таки... И ребятам получается ее отдефать, забрать. И получается, Анепа приехал под Factory Intersection флаг. Будем И называть это главка. будем называть это главка, да, справедливости ради. И они что-то вокруг да около бегают, вроде бы. Хэмперят, но тактически, наверное, это правильный ход, чтобы занять более удобную позицию для захвата Один флага. человек на сквере остался, и танк потихоньку проезжает от меков к центру моста. Мгм. Это был И очень удачная арта от Гуфи, которая выбивает всю команду, кроме Дейтена. Дейтен по номерку вообще самый последний. Получается, на него дроп никакой
не произойдет, и он плюс ко всему еще и Ладно, умирает. если Александр не будет читать чат, я буду читать данный чат. Саша, нажми букву N. Так, нажми на N. Зачем? Уменьши карту. Норм. Еще. Вот, да, да. На самый маленький размер. На самый маленький? На самый маленький, не надо king size. Well, sorry. Вторая карта будет Сахалабад. Насколько я помню. Карты не пикали ребята, это был дружеский выбор обеих карт, как я понимаю. Возможно, вообще выбор карт организатором этого действия всего. Александр, у вас опять карта слишком приближена. В Надо ее смысле? максимально уменьшить. Вот, норм? Или совсем на маленькую? Прям совсем на маленькую. На большую, в смысле, самую? Ну да, Отдаленную. отдаленную, да. Sorry. Тем временем ребята у нас продвигались на главку. Они там вроде бы еще живут даже. Фланкер дает распаковки. Параллельно они воюет и убивает какую-то дичь. Не то правда. РГД! Боже. Я пропустил! При этом Дейтен затемкилил РГДшкой. Тут пытается Горшунов выбить ребят с главки, но у него это не получается пока А вот, что. вот. Все, ребят выбили. Это последние Да. арабы на лавке. Да, ребят полностью выбили, и сейчас они продвигаются, точнее пытаются продвигаться на бридж, на мосты. Вот. Достаточно неудобно для взятия флаг, на мой взгляд, хотя я, честно говоря, не знаю, какая здесь флаг-зона по размеру. Вот. Джонсон, ну вы можете нажать подписку, Нет, оформить Александре, я могу скинуть номер карты. ну, Лучше либо туда. номер карты, да, это еще будет приятнее. Лучше сразу донатить. Александр меньше 1000 не принимает. И меньше 5000 ты забыл. Ну ладно, на 1000 я тоже согласна. Но я не Александр, я могу и сотку принять. Даже полтинничек. 10 рублей тоже могу принять. Номер карты могу А скинуть. тебе не хватит сегодня принимать донаты? Нет, сегодня И тебе мне сегодня понравились донаты? донаты, Понравились донаты, ну это прекрасно. да, когда мои подписчики мне донатят. Так, перейдем к действиям на карте. Получается, ребята практически зажали, не практически, а по факту-то зажали ребят на одной линии. Сейчас видим прорыв от шума. Не фартануло. Да, к сожалению. Канат успех ушел. Да, и сейчас, возможно, разобьют Горшунова. Юра. Юра вышел победителем в данной дуэли техники. Да, но его добили с помощью АТшки. И... О, РГД, вот это взрыв. Вау. Это был вирус, который пытался проехать на машинке между мостов. Но он, короче, упал вниз. Помянем. Да, и он упал в воду и разбился. Он как Томми Версетти из GTA Vice City, который не умеет плавать. Получается так. Так, параллельно Анепа пролетает на квадроцикле на главку американцев, забирается на кошке, на гарпуне, я не знаю, как это называют, на кошке, на крышу, чтобы занять удобную позицию, сложную, из которой будет сложно выбить ребят. Вот. Но есть один нюанс, что здесь может произойти такая история, как арта на крышу, как ребят уже и выбивали сегодня, в принципе. Их еще и гренят. Бронсон, я приму даже губозакаточную машину в подарок. Я все принимаю в дар. Губозакаточную машину, да, Дереку отправляем, не мне. Так, так, залез АТшник на крышу, и он закинул РГД, которая упала благополучно вниз, там же и разбилась. И, собственно, О, сейчас 3 человека на главке, получается. 4. Уже у американцев. Да, но почему-то не все бегут воевать прям под флаг. Только Виорочка тусуется там и Опять погибает. разбились. И СЛы выбивают. Я не знаю, скорее всего, на небо произойдет дроп.
Гупи дает такую арту неприличную, которая только тимкилит своих. Еще раз третий тимкил. Выбивает и танкиста. А ребята, А получается, сделать специально, чтобы морально мековцы... подавить. Ага, а мековцы забирают танк, выбивают его, который... Это даст... Даже потеря танка даст сейчас 30-секундное преимущество для ребят зайти под флаг и забрать его. Но что-то пока это слабо у них выходит. Тем временем, или в дроида убили. Я только что у него переключился, там прилетело с РГД-7. Посмотрим А за американцы? Хоганом, который командует. А вирус у нас прерывается на квадроцикле в мечети. Вирус. Ага. Сейчас поглядим за Виорочкой. Что она тут делает? Она пыталась разобрать танк, ей в этом помог Дейтен, похоже. Ой-ой-ой, на главке до сих пор тысяч проходит у нас. Все на крышах. Да, только один человек почему-то под флагом находится. И это кто? Это фланкер. Какой фланкер молодец. Ой, Горшунова. Это печаль, досада. Я же хотел с ним команду создавать, ну, Не повезло. после Сейчас ребята такого забирают танк, если они сейчас его загонят. Дейтен это убивает сейчас фланкера. будет главка. Да, сейчас будет Ну, за Эрик садится, выбил. будет. А Дефл, Горшунов молодчина. молодец. Да, сейчас, возможно, не подаст еще дополнительные распаковки, если на него дропнут сквад. Дропают на небо. Сейчас выйдет, по идее, 2 человека. Виора и Дейтен выходят. Главное Тут сейчас шум- забрать шума. танк и загнать его под флаг. Он делает -2, а минус И атака американцев, мековцев захлебывается, получается, на главке мексиканцев, американцев. мексиканцев. Мексиканцев, американцев, арабов уже, это уже все, до свидания. Так, получается, что сейчас происходит? У арабов остается один флаг на Москве. Они как-то не сильно Или они интенсивно... персы. Или персы. Может, они не арабы, а персы. Возможно. В общем, не Это интенсивная из Ближнего атака. Востока. Была, видимо, чрезмерно интенсивная атака, которая была не совсем интенсивная, потому что ребята не воевали. Кто-то пишет, у нас есть что-то типа плана. Видимо, у человека нет плана. Да. В это время американцы, пока мы с тобой заговорились, прорвались опять же, на главку. Они потом нарезают круги. Вокруг на квадроцикле, пытаются, видимо, занять более удобную позицию для захвата флага по старой схеме. Да, по старой схеме разбиваем. Ребята наконец-то заходят во флаг. Главное, чтобы их сейчас... Там сейчас кинули РГД под флаг, ты можешь понаблюдать в этот момент. Ты увидел РГД? Нет, я пить, к сожалению. Я все пропускаю. А из американцев никого нет на базе, кроме Гуфи, командора. Зато там есть, получается, Анепа, с которого происходят распаковки. Сейчас ребята убивают, пытаются разбить танк. Они это делают. Там сейчас РГДшки возьмутся возле танка. И сейчас шум с Горшуновым, получается, вдвоем. Дефует. Пока 4. Появился также Анубис со стороны американцев и Гуфи, командор. Сделали -2. И я вижу здесь последнего игрока с команды Ближнего Востока. И он был действительно последним. Сейчас ребята пытаются воевать на бриджах. Ну как пытаются. Эльдроид пытается давать распаковки. Он сейчас, получается, зашел в сквад и стал СЛом. Ребята с него выходят, пытаются, видимо, зайти во флаг. Во флаг заходит, как обычно, только одна Виора. Ну, не как обычно, чаще всего. Самая бравая женщина. Да, респект ей. Сильная и независимая. Не зависит от мужчин в этой команде. А у нас еще есть независимые женщины в Battlefield, кроме Виоры? Ну, в данном случае нет. Есть еще Алина Гулкила. Но она раз на раз.
Я бы не сказала, что она независима от мужчин. Она и от женщин-то так-то независимая, справедливости ради. Тоже верно подмечено. Так, Я так понимаю, данное событие было только в паблик Реалвара скинуто. мгм. Так, получается, Горшунова разбивают на бриджах. Сейчас ребята, может быть, наконец-то зайдут под флаг. Потому что воевать возле флага и убивать людей, это, конечно, А прекрасно, но здесь... Бэха поехала, получается, нет, остановилась. Я думаю, сейчас на главку поедет Бэха. Нет, Я вот она думал, стоит возле суплая, видимо, чинится, пытается выбить американцев с флага, чтобы дать возможность своим тиммейтам зайти, но Бэху выбивают, и, видимо, очередная атака распаковка пошла. арабов захлебывается, да, а параллельно происходит распаковка под главкой американцев, которая выглядит сейчас не совсем очень удачной. Потому что тут за ними пытается А ехать данное танк. событие, получается, в основной чат сервера не скидывали. Что еще раз? Данное событие в основной чат Телеграма не скидывали. Сейчас глянем. Сейчас посмотрю. А вот есть, все, Да. вижу. Начали. Получается, что у нас происходит? Фланкер тусуется под главкой вместе со своими друзьяшками. Пытаются... Шум. Шум сейчас убил пересвета. Ну, И фланкер остался занял... еще. Ага. Пошла распаковочка от Мека. Ну, В это будке. не совсем очень удачная позиция, потому что она очень далеко от флага. Они находятся на низине, и ничего с этим особо ты и не сделаешь, если только не прорваться ближе к флагу и занять какую-то более высокую позицию, которая всех разбивать, в том числе и Горшунова. Возможно, сейчас у Дейтена получится забрать флаг, но его идут встречать трое человек. Его убивают, так же, как и убивают Фиору, забирают танк, и, видимо, с помощью танка сейчас будет происходить... И в это же время никто не захватывает абсолютно бридж. Хотя вся команда американцев находится на главке. Мгм. Ну, здесь, наверное, рассчитано на то, что тикеты будут капать. И выиграют по билетам. Ну, я не вижу, чтобы тикеты капали. Сейчас вот получается танк и БТР поехали на точку. Минус фактор LG. Вау, ник какой интересный. Видимо, ребята услышали наши просьбы и мольбы о том, чтобы они забрали бриджи и поставить гибрид. Скорее всего, вопли. Да, вопли скорее, да, ты прав. И они начали забирать флаг, но тут накрывает арта от Буфи, выбивает всех пехотинцев, почти всех. У меня такое чувство, что здесь артиллерия намного сильнее, чем в ваниле. Или мне кажется. Слушайте, давайте спросим у чатика. Скажите, есть ли какой-то более сильный урон от арты в моде Реалвар, нежели чем на ваниле? Потому что я, честно говоря, не знаю этого. У нас есть тут эксперт по Реалвару, это мистер Инк, известный как Чешир. Чища. Чешир. Да, все верно. И параллельно ребята все-таки пытаются дальше прорваться на главку. Здесь даже поехала сюда Бэха, который дает распаковку. Ребята пытаются украсть танк. Зачем они его только разбили? Вирусов, получается, и с фактором бегут на бридж и на мечеть. Вирус в одиночестве побежал, получается, на сквер, пока шум с фактором забирает бридж. Ну, на бридж параллельно стоит арта, так что я думаю, что эта атака захлебнется. А на Москве сейчас, возможно, встретит его эльф-дроид. Потому что есть спот по человеку на бридже. Ой, на Москве. Всю Ребят, команду американцев, получается, убили на главке. да, ребята наконец-то загоняют технику под флаг и сами тусуются под флагом. Он А, близок к тому, чтобы упасть. распаковочка. О, забрали танк у американцев. Да, но только то, что они забрали, это им не помогает спускать флаг.
Они все еще тусуются вне флаг-зоны. Чешир говорит, что первый раз слышит про увеличение урона от арты сравнительно с ванилой. Видимо, Тедерек был неправ. Дейтен лежит под флагом, все-таки его пытаются продолжить спускать, его оттуда выбивают. Но... Мне еще нравится, что здесь идет кровь вместо пыли. Слушай, я не замечала. Как будто бы нет. Но ребятам все-таки удалось спустить американскую главку. Хоган ставит туда арту. Они вдвоем спускают. Непонятно пока что для меня, успеют ли они ее поднять. В смысле, они ее поднимают. Это Да, будет очень долго. ребят накрывает. Ребят Прячьтесь. накрывает. Но они ревайвятся и прячутся возле стенки. Да, и Хоган не удается выбить ребят. Переместимся к мечети. На мечети какие-то бои происходят. А вот и все, Вау. раунд закончился. 88-63 в пользу мексиканцев, в пользу арабов, в пользу персов, в пользу всех тех самых классных ребят. Да. Вообще-то это, если правильно брать, МЕК это средневосточная коалиция. Это Middle Middle East. East. Да. Middle East Нет, Coalition. Да. Я, слушай, играю в батлу столько лет и первый раз услышала настоящую расшифровку. Прикольно. О. Прикольно. Мы сейчас, наверное, поменяемся местами. Я также буду смотреть за арабов, ты за американцев, а на следующей карте поменяемся. Я буду смотреть за американцев, чтобы посмотреть за действиями команд. Пока открою себе чокопайку. Чокопайку. Ребята сразу же пишут лайв. Что выглядит прекрасно и задорно для нас. Вот, сейчас будем наблюдать за действиями ребят. В принципе, как мы и поняли, Гуфи — это командир команды. Шум, получается, взял БТР, Горшунов катается на танке. И по номеркам Вирус и... А в этот момент уже... и Анубис СЛ. Что еще раз? Один из американцев уже на мечети на крыше находится. Угу. А Ой. шум, видимо, ребята не дают, не распаковываются. Шум поехал в объезд по красной зоне. На БТРе. Да. Главное, чтобы он там не умер в красной зоне. Да, он умирает. И они теряют БТР. Зачем вы умер. разносите БТР? Он же... А все же пошла распаковка. Как минимум двоих я вижу. Да, все-таки ребята успели распаковаться, дропнули сквад на Анубиса. Он пытается проходить под американскую главку, но их приехал встречать здесь на квадроцикле аж целых 2 человека, и это... Это кто? Кто это? Анепа и... Кто это? Понятно кто. Да, ребята здесь, походу... Игорь Шумов даже переименовал склад как танк, чтобы... Это от Юрия Борисовича. Да, только я не уверена, что когда он будет перезаходить в склад, ему будет очень удобно его заново наименовывать танком. Ребята прожимают суицид, видимо, чтобы дефать Москву. Здесь происходят занятные такие бои. Получается, фактор LG вообще непонятно, что, честно говоря, делает для меня. Он, видимо, играет как на паблике. Существует. Не, ну, слушай, справедливости ради, он играет снайпером, и, возможно, просто будет сверху помогать ребятам отбивать их.
Я Он даже... дает стресс ребятам, отвлекает на себя, делает всякие вот эти гарпуны, получается, штучки-закорючки, которые перекатываются по крышам, чтобы на него отвлекались. Но в данный момент я вижу, как команда американцев всей командой почти дефают мечеть. Мгм. Фактор IG, LG действительно отвлек на себя внимание. Его очень быстро выбили оттуда, когда ребята обратили... Когда ребята обратили на него внимание. Да, тавтология. Зашибись. Полыга. Мгм. Вон я вижу прорыв от шума на воднике. Посмотрим, чем это Главное, чтобы шум закончится. водник не убил. Их встречает АТшник. Это кто у нас здесь? Шума убивает Виора с помощью АТшки и урона от водника, который Виора Водник разбил. наносит непоправимый урон. Да. Их едет встречать Эльфдроид сюда на танке. Его пытаются разносить Половина ребята. КП снесли. Еще бы один выстрел, когда РГД. Так, Ты в итоге увидел, как действует РГД? да. Работает. Это бабах взрыв такой мега мощный. Прям Да. бабах. Анубис предлагает кикнуть Гуфис Командера. Я проголосую за нет. Я думаю, что это было случайно, чтобы этого не произошло. Ну, я думаю, на это есть причина. Тебе не нравится, как командует Гуфи? Он своих убивает, 4 за тимкиллил. И, наверное, команда уже злится на это. Вероятно, да. А вот здесь меки начинают нападать на американцев. По Анепе стреляют с пистолета. О, вот это от РГД взрыв был. Где? На мечети. У нас там заруба на ножах было, но Веткис решил то, что пули намного сильнее. Да, ребята, в принципе, не дают пройти команде арабов и вообще взять какой-либо флаг. Они достаточно крепко держат оборону. Кто-то взял этот... Я каждый раз забываю, как я это называю. Арбалет. Фактор LG, и, видимо, он пытается все так же Пушка с крыши гарпунушка. убивать. М? Пушка гарпунушка. Как типа Горшунов. Воу, сразу 4 ракеты в бэху полетело. Бля, красота. Да, ребята Также водник. молодцы, работают очень Ого. командно. Шук убил водник. Видимо, они по прекрасный ингейм-координатор, который руководит процессом. Всем. Звучит прекрасно. Я замечаю, как меки все по одиночке бегают только. Один с этого фланга, другой с этого фланга. Но это действительно так, нет какой-то, знаешь, командности. Может быть, нет хорошего ингейм-лидера, который бы говорил, кому что делать. Все ребята раскиданы по карте. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть. Никто не ждет каких-то тактических спаунов, проездов. То есть все играют и очень разделенно. Что, в принципе, Здесь в первую минуту надо все команды просто зарашить мечеть, чтобы уже было какое-то маленькое преимущество. Здесь в городских условиях на технике очень сложно проехать. Когда здесь со всех крыш может тебя лететь с базук, назовем так. Я забыл, как называется, РГД, блин, РГД, РПГ, РПГ, вот. да. Что-то мне в голове РГД застряло. Вирус практически прошел, но его уже заметили. Он спрыгивает в воду. Он второй сел у команды арабов. И на него никто не дропает склад, но в принципе и некому выйти с него. И его забирают гранаты Анепа. Непонятно, правда, откуда. А вот откуда. И поехал водничек. И выходят АТшки, и танк встречает. Ребята очень скоординированно
действует, в отличие от Ясно. второй команды. Т-90 опускается, видит Шука и Виора. Минус Виора, сейчас будет минус Шук. И также дроид начинает напуливать по Горшунову. Они оба И сейчас ленятся. по одному выстрелу кто первый? Юрий Борисович будет победителем. Твой любимый Юрий Борисович. Ну, как любимый. В прошлом, В прошлом? Почему в прошлом? после вчерашнего. Что он тебе не скинул фотографии? Нюцы? Да, дикпик. Безобразие какое. Так, вирус проезжает на бетке, он рвется на главку. Ребята не прожимают суициды, но у команды оппонентов достаточно много дохлых игроков, и они втроем встречают вместе с танком эту бетку. Никто не выходит с вируса, потому что все живые. А вируса был вообще в Ничего не отдельном понял, складе. зачем. Но ребята Погон артиллерию на главку уже. бросили артиллерию на главку. На свою же. Ну, так, на всякий случай. Ребята прерываются под бриджи. Тут происходит небольшой такой замес, может быть, достаточно большой. Тут их пытается отстреливать танк, параллельно выходят игроки со спаунов, ракречи, извините. Пытаются задефать, что у них, в принципе, пока что получается, потому что ребята не входят в зону флага и даже его не пытаются спускать. Здесь уже двое распаковались. Минус фланкер и начинается потихонечку опускаться. Бридж. Ой-ой-ой, РГД! Бабах. Ты наконец... А, нет, ты уже видел, как оно Я работает. уже видел. У ребят наконец-то получается спустить хотя бы один флаг с начала карты. Но опять не фартануло. Да, тикет-прит, конечно, жесткий был. У ребят всего 60 тикетов осталось. Но по счету они идут плюс-минус равно. 52-57 по киллам. Но не хватает немножко командной работы. Получается, в это время, пока мы отвлеклись на бридже, ребята главке. успели проехать на главку, да. Проехал вирус, умничка, которого встречает... Его не встречают, его убивает РГДшка Анубис. Наверное, это очень больно. Умереть от Вирус. РГД. Да причем не от какой-то РГД, а от своего тиммейта. Какая-то подстава. Но на Анубиса дропается сквад, и сейчас, возможно, он... Нет, он не даст распаковки, потому что все ребята живые. И очень интересная ситуация. Хоган, получается, и вирус друг по другу на другом бегают и не замечают. Ты имеешь в виду, который на главке чел бегает? Да-да-да. Это Анубис, а не вирус. Анубис. Угу. Хоган наверху стоит, дроид. К нему Хоган идет с крыши. А Хоган там стоит просто так. Видимо, либо ждет, либо... Нет, он его ждет все-таки. Да. И добыча пришла к Анубис охотнику. и Вирус вообще в одном скваде вдвоем играют и, видимо, дропают друг на друга. Я не понимаю, что у них происходит в игре, и почему они так действуют. Никаких распаковок даже нельзя дать. Анубис просто в одного бегал по главке, и, я не знаю, может быть, он отвлекал на себя танка. Это какое-то тактическое решение, которое, в принципе, ничем не выгорело особо. Ну, кроме того, что ребята наконец-то взяли Москву. Мечеть. Урок английского как по-английски мечеть? Мозг. Мозг. Да, мозг. Это типа как Москва. А Непо у нас тем временем почти пробежал на Моск Сквер. Москвер. Москва. Почти как Москва. Угу. Москва Сквер. Ред Сквер. Красная площадь, короче. И они поумирают, получается, да.
Ой, я вижу, как гарпун закинули такую штучку. А нет, эту кошку. На мэпа заползает, его сейчас РГД встретит. Ой-ой-ой. Минус анепа. Минус Дейтен. Ну, слушай, Тикет Блит остановили уже, слава богу, как говорится. А у нас арабы собрались. Мне что-то очень странное Вирус пишут в чатике. Любишь детей, мы сломаем тебе жизнь. Легендарная фраза Тесака. Ой, ужас какой. да. Так вот, ребята наконец-то, видимо, пытаются скоординированно играть. Я все еще не понимаю, почему вирус играет в отдельном скваде. Надо как-то скоординироваться. Скоординирование. Координирование — это, видимо, мое любимое слово этого стрима. Потому что оно либо присутствует, либо отсутствует. Я не понимаю, почему ребята играют в разных складах. Ребят всех выбивают, в том числе Артой У меня все в Хогана. одной команде. Что? У меня все в одной команде. Наверное, вирус считает себя героем, одиночкой. Да, видимо. Видимо, ему не нравится, как играют ребята в другом скваде. Или они все-таки делают большие ставки на проезды от бетки Шума, которые постоянно захлебываются. У Шума счет 5-14. Ну, это понятно, почему они захлебываются, потому что ребята постоянно встречают РПГшками, АТшками, как их только можно называть сейчас. Главное, по 3.14 дело пахнет пурпуркой уже потихонечку. Угу. А у Горшунова 24. Но у Фактора LG самый главный бомбардир. Получается, 21 килл совершил. Ну, человек играет со снайперкой, видимо, все-таки есть какой-то импакт от нее. И какая-то польза. Тем временем у арабов, у средневосточной коалиции, пока я вспомнила, как расшифровывается, я забыла, что я хотела сказать. Можно назвать СВК. СВК. Хорошо, будем называть ее примерно так. А здесь БФ прям нагло идет между реки. Уходит под мост. Я не понимаю, почему Шум и Вирус постоянно меняются. Я смотрю, это какая-то дичь происходит на карте. Да, есть такое. Грустно. Выглядит очень грустно. Слушай, ну Тикет Близ остановили, и слава богу, как говорится. Мне интересно, они закончат играть. О, какой красивый тимкилл был на мосту, на мосте. И еще и На суицид. мосте. На мосте. На мосту. На мосте. Тем временем арта мистера Хогана убивает и тимкиллит аж целых двух своих тиммейтов. Неудачная арта, либо неудачные действия от игроков. Работает по старой схеме. Да, работает по старой схеме. Горшунов там что-то отъезжает, потому что в него летят АТшки. Аж целых две я увидела. Еще одна ракета и все. Да. На боковую. Анепа на квадрике. Бабах. Красивая, красивая. А Костя с миром. Шахид мобиль получается. Тем временем БТР опять через реку идет. И тем временем какая-то дичь снимает флаг. Это не замечает кто-то тут, кто сидит. Здесь сидела Непа. Он его в итоге заметил и убил. Где-то я слышу, что едет танк. Не могу понять, где. А, вот. Танк электроида. Опять проезд под мостом на БТРе.
только я не понимаю, чего они пытаются добиться этим, потому что, как я понимаю, каждый раз этот БТР просто подыхает под мостом. Видимо, они пытаются объехать танк, который контролит весь периметр. Ну, осталось у нас, получается, 2 минуты до конца раунда. Либо 13 тикетов, 13 убийств. Либо 13 артиллерий. Смертей от 13 артиллерий. 13 смертей от одной артиллерии. Нет, это был вирус. Пытался проехать на квадроцикле. Нагло на квадроцикле ехать. Надеюсь, не сильно слышно, как я жую печеньки. Нет, вообще не слышно, по крайней мере, мне. Так, Слава этим богу. временем Шум пытается прорваться на главку американцев. Опять же, не Я увидел, понимаю. какая-то машина приехала. Да, И пытается Дейтен встречать. встречает. Да, и встретил он его. Остается 9 тикетов у ребят и 1 минута. И пошла артиллерия. Который забирает Вадикса. Ну, что я могу сказать? Карта, очевидно, была взята командой Анепы. Командой, которая команда, которая состоит частично из Airfight. Хорошо ребята отыграли, очень круто, очень командно и тимплейно. Интересно, быстрее закончится время или тикеты? Ну вот сейчас и проверим. Что, 3 тикета Три. осталось. Сейчас еще 2 появится. Шум и вирус. 2 тикета. Ну, ребят, давайте. Там же заканчивается не от появлений, а от Когда подыхания. тресаешься. Нет, не когда ты ресаешься, а когда... О. Да, выиграли по времени. Выиграли 1 тикет. Знаешь, в общем зачете иногда 1 тикет очень много может решить. Я правда пока с этим не сталкивалась еще ни разу. Вчера Моня убегал на турнире Угу. и выиграл сколько там тикетов. Ребята пишут лайв в том числе. Ну, по крайней мере, Анепа. Шум тоже Я буду отвечает лайв. наблюдать за командой повстанцев. Шук, фланкер, Дейтен, Анепа, дроид, пересвет в одном отряде. Полган зашел за капитана. И получается, дроид у нас. Если с Анепа кто-то на танк садится. Я так понимаю, это эльф дроид. 12 секунд, 11, 10, 9 секунд до старта. Скоро будем смотреть новое противостояние уже на флагах. И пошел респ. Так, получается, Горшунов резко поехал вперед, уже пытается стрелять, непонятно в кого, видимо, ему что-то сделали стены. Вместе с ним поехала Сел. С него Мне такая же ситуация. Фланкер, получается, у нас играет на инженере, с него Шук вышел. Фланкер И щас- играет инженером. Фланкер играет инженером. Интересный ход, тактический. Что Сел играет инженером. Ну, может быть, у него либо не регает сегодня, либо еще что. Параллельно Анубис пытается проходить на точку Ярд. Тут ребята, инсургенты, параллельно пытаются его поднимать, видимо, с помощью танка через стену. Вирус пытается... Ну, Шум. вирус, да. Я видел это красиво, прям в него прям точно попало. На флаг до сих пор белые команды американцев. Главное, что он сказал sorry. Я думаю, что вирусу это очень помогло.
Да, в общем, ребята, американцы поднимают флаг, их забирает Дейтен троих как минимум с РГД. Очень было красиво это сделано. Анубис все-таки залетает, пытается под флаг. До поднять. Получается уже практически все... Я, видимо, Почти подняли американцы флаг. но их накрыла арта от мистера Хогана. От прекрасного командира, прекрасного человека, прекрасного игрока, прекрасного стримера. И вообще все в нем прекрасно. Да. Так вот, американцам не удается поднять ярд. Шум параллельно ставит арту на ярд. Как произошла рокировка, похоже. Гуфи поменялся с шумом местами. Шум, видимо, решил взять командора. Вот. А у меня один человек вне склада находится. Не, у И нас кто все... это? У меня все ребята в складах. А вот я сейчас вижу, дроид создает свой склад. Да, ребята параллельно пытаются, видимо, воевать из-за стенки. И... Американцы с инсургентами бьются за ярд. Что же там происходит на офисах? Он стоит, никто за него не пытается воевать, так же, как и Я на одной за... точке. Да, так же, как и за Бридж Вест. Я вижу, суплай падает на ярд со стороны американцев. На прострел танка. Да, Горшунов занял хорошую достаточно позицию, которая, в принципе, пробивает с танка много точек этого флага. Ребятам удается забрать ярд. Шум выбивает отсюда в Биолу. Горшунов заезжает под флаг и начинает его потихонечку спускать. Пробивает через забор, думает, что там находится человек, но он убегает уже. За Горшуновым распаковка на... За Горшуновым Надо это. распаковка, да. Я опять же своя артиллерия убивает. Да. Дейтен сначала убивает Виору, потом Хоган тинкилит Дейтена. Видимо, у Дейтена не очень хороший сейчас раунд. Он грустит. И американцы уже все подняли точку. Да, получается, весь рейндж флагов находится под контролем американцев. На А фоне... вирус в это время делает даблкил. Пока машинка хотела проехать у нас. Нифига себе, Да, какой вот. вирус крутой. Ну, видимо, американцы решили отыграться за предыдущий раунд. Им было грустно. И они решили выдать по полной. Там Эльфдроид пытается... А, нет, фланкер сейчас взял танк. Да, фланкер ездит на танке. Видимо, у ребят тоже произошла рокировочка такая небольшая. В плане изменения позиций. Сейчас по фланкеру одна тэшка, и все, и он уходит в закат. Что вполне вероятно, потому что есть какая-то дичь, которая играет АТшкой. И Вадикс не может этого сделать, потому что... И Нет, Горшунов приехал. Горшунов, Горшунов, Горшунов. мы стримеры, Ведь- мы не предвзяты. М, Да, ребята тут, получается, полностью захватывают все точки, повторюсь, и достаточно жестко контролят. И ребят посадили инсургентов на тикет-блит. И... Вся команда, получается, американцев распаковалась возле офиса. Ну, их сейчас за стенкой будут встречать повстанцы. Один уже на бочке ждет. Возле офисов Между офиса. и ярдом. Ага. Да, получается, один человек успевает пробегать у инсургентов Анеп на офис. побежал. Получается, Анеп уже все прошел, но, я так понимаю, он заспотанный был. Анепан Да, сейчас Анеп взял. заспотили и на него да. У инсургентов отлетает один человек, я пока не могу понять, кто это. Это, возможно, пересвет. Отлетело, ребята играют не Анеп полным составом. весь склад. И он уходит далеко-далеко в леса. Один против двоих. Приехали на машинке. Виора делает минус. Ресает Анепу. Вот И это здесь сейчас кинотешник. встречает Вадикс и Анубис, которых размесили просто Виора и Анепа вместе. Виора красавица. Молодчина. Вообще умничка просто.
Главная надежда команды. И здесь у нас получается двое на крыше. Убили. Опять затемкилили. Да, на самом Наверное, деле Вадик лучший... Получается, здесь лучший убийца это будет тимкил в данном раунде. Вадик сейчас занимал очень хорошую позицию на офисах. Он взял крышу, с которой было легко простреливать ребят. Параллельно распаковка идет на офисах от инсургентов. Тут аж целых 4 Крыша человека с АТшками, уже 3. которые размесили просто Горшунова в Анубис щи. сделал минус 2. И остался один шук. Сука, нагло закидывают гранатами. Минус РГД. Гуфи ушел в закат. И закидывают опять гренами. Нашли, получается... я думал, сейчас будет кит медика. Пересвет, получается, заходит, но заходит не за ту команду. Будет забавно, если он начнет играть за них и не перейдет. Я не знаю, у меня есть ли здесь админ, Team. Он не перешел еще, посмотри, пожалуйста. Еще нет. Я так понимаю, он еще подключается. Аксессы к этой команде. Ага. Так, получается, Горшунов уже вернулся на позицию. Пересвет перешел в другую команду, и сейчас, видимо, будут они, ребята, играть наконец-то в полном составе. Спустя Там сколько-то... повстанцев на офисе высадились. И Анеп уехал чуть дальше в леса, чтобы занять позицию. Выстрел, получается, из РГДхи был. Потихонечку, помаленечку падает флаг. Да, На офис. получается, Анепа проезжает на Бридж Вест, но по нему есть инфа, и, видимо, Горшунов... Нет. Нет, все-таки И на офисе уже 3 человека идут. Вот у нас опять тимкиллы пошли от артиллерии. Анепа выносит шум, видимо, с главки, да, с помощью АТшки. Красиво это было, что ком не только... На офисе едет танк. И получается, почти вся команда приезжает. Параллельно происходит какой-то замес на ярде. Там есть человек за стенкой, но это не так важно, поэтому я думаю, мы пойдем посмотрим, что происходит на офисах. Ребята разбегаются, пытаются проходить, видимо, куда-то в более... Минус танкетка. Танкетка, это в смысле Горшунов? Это танк. Ну, танкет, в смысле танкет... Танкетка. 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 Спасибо. Это Горшунов все-таки. Получается, фланкер начинает двигаться в сторону... В какую сторону? Нет, он просто останавливается, он едет по центру. Он едет в сторону ярда все-таки, чтобы помочь, видимо, своим тиммейтам забрать его и, наконец-то, остановить Тикет Блит. Я так понимаю, что он здесь не останавливается даже с помощью одного флага, судя по всему. Минус Анепа, скорее всего. Минус 2 от Горшунова. Пока Анепа резал. И агрессивно начинает, получается, стрелять по танку, а Дейтена прилетает. Да, и вирус идет с С4 к фланкеру, и он его разбивает с помощью С4, забирает себя, но это была очень гордая такая смерть от него, красивая. Вот. А вся команда на шуке на заправке резнулась. Горшунов опять делает минус 2. Кажется, Юрий Борисович между раундами употребил допинг, шаурму. И проехался на велике. Хотя бы по квартире, как он это делал вчера. Надеюсь, с сидушкой в этот раз. Да, он ведь так любит ездить без сидушки на велике. Чтобы ноги качались. И не только ноги. Без сидушки. Но у него Виора пока в спине у Горшунова и потихонечку начинает опускать флаг. Не подозревает. А все, пошел спот, получается. Виора делает минус Вадика. И в спину ей заходит какая-то дичь. Какая-то дичь. Хороший никнейм. Вся команда нарезнулась на центре. О, пошла артиллерия, ждем тимкиллов. А где артиллерия? Артиллерия на точку Бридж Вест сейчас будет бить.
Прям по самому центру. Ну, ребята, справедливости ради, выбегают, по крайней мере, мои ребята, за которыми я слежу, выбегают. Мои пацаны. Мои пацаны, да, моя ботва. Они выбегают из-под флага, и я как понимаю, что вообще эта артиллерия не нанесла никому урона. Все еще пытается пройти Анубис под точку офиса, чтобы ее обратно забрать, но Тикетблит все еще на стороне, помогает стороне американцев, потому что, как я правильно понимаю, что здесь нужно одного флага недостаточно, чтобы остановить Тикетблит? Он в любом случае здесь Верно, да, останется. у какой-то команды он всегда будет. Да. Ну блин. Ой. Пока мы говорили про А в Тикетблит, это время, да. инсургенты забирают флаг Ярд в составе А здесь никого нету. 2 человек. В составе 3 человек. 3, извините. И Эльф Дроид у нас получается на крыше. Аж целых 4 человека было на флаге в Настреме, чтобы... И сейчас Тикетблит пошел в сторону американцев. Да, но тут остается 7 минут игры, и, возможно, все-таки ребята попробуют забрать офисы, что будет достаточно сложно, потому что там есть и пехотинцы, и танк, который всех отстреливает с помощью, который ему помогает еще и суплай чинить, поэтому АТшки тут не особо-то и помогут как-то. Только если всей командой одновременно выпустить АТшки. Тут еще и арту дает на офисы шум, который никого не выбивает, насколько я понимаю. По фланкеру С4 пошло. Вирус С4 Мимо. пытается дать, но нет, он одну посадил на танк, но он не успел ее взорвать. А даже одной С4 дохватило бы, чтобы помочь своим тиммейтам добить остальных АТшек, в смысле добить фланкера АТшками. Но этого не происходит. А, нет, все-таки что-то сейчас взорвалось на фланкере. Он начал дымиться, еще и суплайка закончилась. Я не Сейчас здесь понимаю. происходит на центральной точке весь замес. И команде американцев надо как-то собраться, чтобы ярд отбить. Либо пройти на офис. А на Ну, офисе ожидает один танк. ребята на самом деле все сконцентрированы на Бриджвесте. Несколько человек идет в сторону офисов, но очень разрозненно. Их убивают Минус по танк. одному. Минус танк? У американцев. Да, у минус танк у американцев. А, у американцев. Я думала, ты имеешь в виду фланкер, что подох. Танк у американцев достаточно давно подох, потому что... Я бы на месте американцев сейчас двигалась на ярд, потому что там более какая-то сейвовая позиция для взятия флага. Плюс ко всему там нет танка, который настреливает на офис. Ну, я вижу, они все на офисе. А нет. Один у нас на офис проходит из... Да, уже тем делом повстанцы пытаются забрать точку Бридж-Вест. Пошла арта туда. Угу. На Бридж-Вест пошла арта? На офис. Ждем минус 3. Да, Четверо там как раз там на офис. человек 5 уже. 5. Но ребятам удается Ждем, поднять когда флаг. прям в серединочку упадет. Да, Минус. только 2 человек удалось забрать артиллерии Хогана. И ребятам тоже удается забрать флаг. И вся Да, получается. Горшунова тут убивали с помощью АТшек с крыши. Бридж Вест потихоньку опускается шуком. Все, минус шук. Американцы вернулись в флаг обратно. 35 тикетов до конца раунда осталось. И 4 минуты всего лишь. Тем временем ребята, повстанцы пытаются забрать фраги с помощью АТшек на крыше. Тут сидит, получается, СЛ. И это кто? Тем временем инсургенты с помощью танка и одного АТшника забирают офисы. И всю дефательную команду в виде одного человека, я так понимаю, это был Анубис,
забрали. Тем временем еще инсургенты проходят и под Бридж Вест. Там было как минимум 2 человека, сейчас я вижу только Уже, получается, трое. Ну, я вижу сейчас одного живого конкретно под флагом. Сейчас один остался. Нет, сейчас двое. Пересвет и эльф-дроид. Ой, пошла артиллерия. Да, Затем Кирилла. Шум молодец. да, целых 2 их убил. Бьет своих. Американцы пытаются проходить на ярд. И вроде пока что удачно. Тут наполовину снят флаг двух повстанцев. Ой, РГД. Как сочно было. Это было где? Получается, на ярде. Ага. Что я не заметила ее. И еще одна РГД. Ребята заняли какую-то очень странную позицию возле ярда. Они спрятались за забором, вообще даже близко не к флагу. Пятеро американцев пошли против одного Дейтена. Была какая-то очень странная тактическая история от Дейтена, как я понимаю, он очень странно кинул РГДшку не в ребят, а под флаг. Ребята не спешили заходить под флаг параллельно. И забрали Дейтена, как я понимаю. Здесь под флагом остался один Анубис. Надеюсь, что с него будет распаковка. Здесь еще прибегает вирус, распаковался Пересвет, Гуфи. всё, и Что? американцы забирают ярд, и на них пошла артиллерия. Угу. 9 тикетов. Ну и, собственно, Сейчас ждем Бридж- минус 7. Бридж Вест- Ой! Трипл килл от Анепа. Да, Чудо и РГД. Минус 4 сделал Анепа. Гуфи живет, пытается, его выбивают, и у ребят не получается американцев забрать флаг. При том, что оставалось пару секунд для того, чтобы это сделать. Шум параллельно сделал хороший арт, как я понимаю, на Бридж Вест. Целых 3 человек забрал, но это не помогло им остановить взятие флага. И у ребят сейчас поставлен тикет-плит. Но тем не менее они берут эту... И Это конец там. раунда близится. Да. Не, было неплохо, было неплохо. Ребята, видимо, разозлились после предыдущей карты. Ну, либо поменяли игроков, и что-то Ориентир. пришлось идти. Ориентиры? И их тоже. Осталось 3 килла. Как я говорил, если зажать американцев, им здесь даже негде пройти. Угу. Только брать снайперки и пытаться Для что-то этого друга сделать. перестреливать. Не, на самом деле здесь есть дорога, которая типа вот брод. Но все равно она достаточно легко контролируется, если Команда Ребелов, получается, 3 тикета выиграли. И Угу. у них тоже преимущество осталось. Счет 60-3 в пользу команду Navy Seals. Seal. Navy. 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 Нави. Неви. Или Navy. Неви. На английский лад. Получается, что здесь у нас по бомбардирам? Как обычно, Горшунов много убил, мало умер. В команде инсургентов, получается, был фланкер танкистом. Он настрелял всего лишь 14 к 6. Это достаточно такая веская разница между танкистами. По поводу пехотников, Дейтен достаточно много настрелял, 25 к 20, в то время как у команды американцев это было 20 максимально. Вот, но в целом ребята шли ровно, достаточно неплохо. Да. Переходим на действие на карте. Остается 6 секунд до начала раунда. Что там пишут? Можно учат, я так больше не могу.
Можно в чат, я так больше не буду. Типа, наверное, наливать либо еще что-то. Видимо, ребята, видимо, на него злюкаются и проиграли, вероятно, тоже из-за этого. Так, наверное, нам нужно поменяться местами. Я буду смотреть за американцев опять. Так. Что же Устал мы... я от арабов. А у меня здесь вся распаковка, вся команда на ярд пошла. Мгм. У меня вся команда находится на Бриджвесте. Только танк поехал в одного забирать офисы, и 2 человека проходят на ярд. Получается, инсургентам удается Ой, забрать... вот это арта от Хогана. Хоган, ты Да. ювелир. Хоган вообще зайка. Лучший человек на свете. По мнению Александры. Ты также мне говоришь. Я так Очень всех говорю, приятно. потому что я всех люблю. Я просто любвеобильная. Так, пришел сюда Анепа забирать офисы в одного. Есть ли кто-то, кто проходит на офисы либо рядом? Либо еще Нет, что-то? у меня все на ярде. Абсолютно все на ярде. И здесь только Анубис, получается, пытался пройти к центральной точке. Ну, судя Ну, по всему, сейчас поставят стикет блит. Команду инсургентов поставят на стикет блит, как в прошлом раунде. Она выглядит достаточно слабой. американцы Есть. захватили. Ага. Какой-то у нас неактивный чатик, даже никто ничего не пишет. Со времен Карканда. Чат. Давайте Ну, активничать. чат. Потянула. Та-та-та-та-та-та. У тебя много нормальных девчат. А ты сделала больно, и я покинул чат. Так, что же здесь сейчас происходит? Танк, получается, тусит под офисами. Это танк в виде Горшунова. Он начинает Один дымиться, его встречают АТшками, его сейчас добивают. момент добывают. По-моему, в эфире, да. А здесь Вадикс, получается, в этом. Чё? Вадикс. Бадикс. И что делают минус Вадикса? Вадикс. Вадик С. Типа как Вадик С. S-size. Small. S-size. Small size. Извините, это, наверное, какая-то сильно лишняя тупая шутка. Так, фланг. Здесь в районе офиса, получается, какая-то дичь. Вадик С. И Анубис встречается. Анубис, я думаю, сейчас пойдет наверх на крышу. Сделал распаковку, появился изолента. И Горшунов, получается, настреливает по крыше. Минус шук. И Да, пошло пускание на флага. офисах пока чисто, но туда ставит арту мистер Хоган. Пока непонятно, что будет делать команда. Сейчас минус изолента будет, но ничего не подозревает, то, что у него наверху. Так, и тем временем команда американцев врывается под флаг на ярде. Они уже почти забрали флаг, они его забелили и уже начинают тянуть в свою пользу. Судя по всему, сейчас все флаги будут под контролем американцев. Горшунов куда-то пытается проехать по центру. Видимо, пытается заехать под ярд, чтобы его хотя бы немножко подефать, но, тем не менее, американцы уже забрали флаг, и это не особо им поможет. И Горшунов подыхает от одной тычки от Абрамса. Как же печально. Тут все пошло по плану. Да. Видимо, ребята сильно разозлились. Да, команда американцев просто всех зажала, выбила на базу. Либо Пересвет очень сильно не помог им количеством, либо своим каким-то ментальной помощью. Когда он вышел вылетел, не знаю, с первого раунда этой карты. Сахаль Аль-Аббах. Я даже выговорить это не могу. Слушай, Да. это арабский. А? Ох уж этот арабский язык. Да.
Я знаю, что Я, Мирхава, это знаю. Я знаю только, что такое дирхам, все. дирхам это валюта, Валюта воровства. да, в Арабских Эмиратах и, возможно, в арабских странах. И Андуаля. Минус Горшунов. И 3 человека вместе с ним. Йо-хо-хо и бутылка рома. Мы арабы, а не пираты. Не сомалийские пираты. Ты сомалийский пират? Здесь пошла, кстати, машинка на вируса с Что там Вадика машинка С. стоит, как будто бы. Да, машинка стоит, и они не понимают, что с ней делать. Хотя можно было бы прорваться на какой-нибудь источник. Хотя с каждой стороны по 3 человека. Да, ребят очень сильно контролят, встречают вообще со всех сторон, но вирус поехал по краю карты, его заспотали, его все видят, но выбить пока что не могут. Если с вируса выйдет распаковка в виде изоленты и гуфи, Распаковка егеря пошла. Вадик С вышел. И получается, Анубис пытается прорваться на Бридж Вест. у меня ощущение, что я в каких-то этих виноградниках нахожусь сейчас между этими деревьями в какой-нибудь Италии. В какой-нибудь Италии, Италии. Сицилии. Сейчас бы в Италию. Сейчас бы Ваканду, а не вот это все. Куда? Ваканду? Да. Что такое Ваканда? Ваканда — это прекрасная страна. Родина Черной Пантеры. Понято. Ой, какая прекрасная артиллерия от мистера Хогана. Чё он Делает там минус опять 4. ультит? Хоган опять ультит. Прекрасный человек, прекрасный стример, прекрасный... Хоган, все, я больше За не буду рекламу. так. Да, и слишком много рекламы Хогана. Подписывайтесь на его канал, ставьте лайк, кидайте донаты. Донаты, да, кидайте. И мне тоже кидайте, пожалуйста. Номер карты в ЛС. А лучше вообще на сервак-то геймер. Поддерживайте ребят. Они очень классные. И весь этот проект, чтобы мы дальше продолжали для вас стримить эту старую, но такую прекрасную игру. Такую же прекрасную, как и Хоган. Я. Блин, а! Да, вот. Пытаются ребята прорваться все еще, но их сильно контролят. Тут, блин, плоскость такая дикая, что очень тяжело пройти. Параллельно пытается им выехать взад Ой, выехал фланкер. танчик. Да, Фланкер. и делает минус 3 как минимум. Помогает Полное ему что. И Эльдроид. какая-то дичь просто лежит. Его закидывают гренами. Машинка, задави! Эх. Не удалось Анипе. Видимо, дернул из-за пинга. Где его пинг? Анипе? 106. Давай, давай. Задавил. Нет. Да его добил Шук. Там Все прям Горшунов окончательно на базе зажали. Да. Не дают ни пройти, ни выйти, ни вздохнуть, ни пернуть, как говорится. И на самом деле больно наблюдать. Там Горшунов горит уже. Одна тычка и до свидания, Горшунов. До свидания, Юра. Надо Юрий высадить лед. Похладился. Кофе Я уже думаю, в Нижнем Новгороде снег растаял. Чтобы он приоткрыл окно и сел на подоконничек. У вас растаял снег в Кемерово? Почти да. У нас тоже еще есть. Еще где-то во дворах лежит. Мгм. А так, если на центральных везде на улице уже все, ничего нету. Дождик нужен, что прошелся, пыль прибил. Да, согласна. У нас тут было плюс 20, и было прям очень тяжело. Это плюс 20, когда в пятницу было. Да. Так вот, давай поговорим не про погоду, это позже, а пока что обсудим, что делают игроки на Можно карте. поговорить о погоде на данной карте.
Погода на данной карте плюс 40, судя по всему. Особенно учитывая нагревы от арты, от мистера Хогана, который убивает просто всех и вся, как обычно. А у меня А, тщетно прорваться от команды. Получается, повстанцев. Ну, слушай, сейчас у них есть яркая достаточно возможность пройти на ярд, но туда никто не пытается прорываться. Ник Вместо этого Горшунов едет под офисы, пытается с кем-то воевать, непонятно с кем, может быть, давать распаковки, но эта его атака захлебнется достаточно быстро, на мой взгляд. Да, захлебнулась. Так вот, ребята могут пытаться проходить на ярд, он сейчас достаточно пустой, нет, только что там резнулось двое человек, это Виора и Эльфдроид. И прям как почувствовали одним местом Угу. пойдет распаковочка. Во главе, получается, отряда Анубис. И на ярде у нас 3 персонажа. Встречает ей, пошла опять арта прекрасно от Хогана. Минус 2. Вадик С прячется. Вадик, давай, выползай. Чё ты тут прячешься? Карта закончилась. Услышал меня, побежал. И подох. Жалко Вадика. Вадика small size. Хороший парень был. Хороший был парень, да. Вадик, это без обид, если что, это просто шутки про твою последнюю буковку. Да. Все еще ребята контролят. Какая-то дичь. Стоит дичь. Сану пытается на машинке проехать. Ага, вижу. И их убивают Да и Тен хоронит их. с одной этажки. Ребятам поставлен дикий тикет-блит. Блин, 39, 145. Ну, тут уже очевидная Бам. победа. Горшунов домой. С Гуфи вместе. Горшунов даже здесь не получает пурпурку. 20 к 6. А ближе всех пурпурки у нас... А никого нет ближе всех. Изоленты и Анубис только. И вирус. Ну, вирус, да. А здесь базрейпить можно убивать прям на базе? Да. Здесь нет никаких правил, кроме античитов каких-нибудь. Отсутствие запрещения читов, О, вот это вот всё. Горшунов. Да. Минус. Да. Мне кажется, там Юра матерится в своей комнате. Кто? Мне кажется, Юрий Юра. Борисович такой, да, игрой матерится очень сильно. Так как ему вообще кислорода не дают. Я вижу, один из американцев уже просто на НЗБ заходит. Даже второй уже подходит. Одного выбивают, а второй подходит, третий тоже еще бежит. Вертолета. Да. Видимо, ребятам уже надоел этот, и противникам в том числе, этот бейзрейп. Они пытаются уже забрать все свои тикеты и просто закончить. Ну, остается 13 тикетов, 12 Я до бы конца сейчас раунда. на танке всей толпой поехал бы прям на базу. Ну, фланкер, видимо, что-то не особо хочет это делать и продолжает контролить. Юра уже пылится на своем... горит, дымится на своем танке. А машинка все ездит. Нет, Вадик розовая. С. Смол Вадик убивает, получается, Дейтена. Осталось 6 тикетов. Да. Грустно становится. О, хотя Горшунов прям в самом конце. Анепа уже пишет GG. 134 тикета выигрывает команда американцев здесь. И, в принципе, выигрывает этот шоу-матч. Ну, в принципе, на то он, наверное, и шоу-матч, что происходит примерно Это вот просто так. шоу. Да, это просто шоу, как одних чуваков убивают. Давайте Ну, пройдем. в этом случае было, как одних чуваков насилуют. Ну да. Что хочу сказать, мне кажется, получилась супер дисбалансная игра. Немножко от аналитики от Александры. В одной команде игроки, которые
бок о бок играют уже достаточно долгое время. Это Эльфдроид, Анепа, Фланкер, Хоган, Дейтен тоже много играет всяких конквестных и не только конквестных историй и туриков. В принципе, как ребята из противоположной команды, ну, кроме, наверное, Вадикса, какой-то Дичи и Вируса. Вот. Получилось супер дисбалансно, но все равно весело и прикольно. Вот. Ребята И в выиграли. это время нам надо уже прощаться со всеми. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что вы были с нами. Всем хорошего вечера. Всех обнял, приподнял, игры и львица. Всех целую, всем Да, пока. всех целуем, всем пока-пока.